Сегодня у меня Юнкерс 87 штука. Легендарный штурмовик и пикирующий бомбардировщик Второй мировой войны. Вот самолет, который известен, наверное, ассоциируется с вермахтом и с нацистской Германией. Потому что второго такого запоминающегося самолета не было. Это штурмовик, который строился в 1935 году, начали его проектирование. В 1936 году он уже совершил первый полет. Удивительная машина с одним мотором, с крылом обратная чайка, цельнометаллический, низкоплан. Вот. И он с неубирающимся шасси, при этом он был очень эффективен как пикирующий бомбардировщик. Наверное, можно сравнивать только с американским Dauntless, который тоже имел тормозные щитки и как пикирующий бомбардировщик показывал выдающиеся показатели. Точность бомбометания с данного самолета составляла не более 30 метров. Это очень высокие показатели. Ну и еще хочется сказать, что на таком самолете летал один из самых выдающихся пилотов Второй мировой войны, Ганс Рудель, который совершил больше 2500 боевых вылетов. Вот, и второго такого боевого пилота во Второй мировой войне не существовало. Он, правда, был награжден всеми мыслимыми и немыслимыми наградами, но факт в том, что этот человек летал на этом самолете, и машина была настолько надежная и проверенная, что прослужила до конца Второй мировой войны вермахтом верой и правдой. Смотрим коробку. Коробка небольшая. Сам самолет по размерам тоже небольшой, 15,4 сантиметра. Вот, с тылу коробки теперь я уже знаю, что есть варианты раскраски. Вот, 41-й, 40-й, Греция, Франция и Крит. Мне нравится желтенько-зелененький. Ну, посмотрим. Давайте смотреть, что внутри. Инструкция. Все. Инструкцию пока в сторону. Сейчас смотрим детальки по отдельности. Так, отформованный самолет. Фюзеляж. Где-то зацепилось. Крылья. И элементы кабины. Так, сейчас посмотрим элементы кабины. Кабина отлита очень четко, очень контрастно. И пулеметное гнездо, все видно, все четенько. Значит, фонарь, судя по всему, можно сделать сдвижным, потому что он разделен. Это если задаться целью, то можно, в принципе, это сделать. Очень достойная отливка, очень достойная. Крылья, капот и стабилизаторы. Ну-ка, крыло отформовано сразу с элеронами, но расшивка очень четкая. То есть на самом деле весь силовой набор, все отшамповано, отлито, очень четко, и это здорово выглядит. На крыле тоже все технологические лючки отштампованы, здорово. Капот, сам капот тоже. Капот двигателя очень детализован хорошо, и выпускные патрубки, радиатор, элементы оперения, стабилизаторы. Это, наверное, кабина. Да, это кабина. Выхлопные патрубки. Верхняя часть капота. И противофлоттерные грузы. Даже видите, как отформованы четко. Супер. Фюзеляж тоже отлично
детализован. Очень здорово. Все видно. Бомбы. Тормозные щитки, скорее всего. Элемент кабины. Вот панель приборов для 72 масштаба тоже суперски сделана. Шасси. Пропеллер. Бомбы. Защитные обтекатели шасси. И даже сирены. Вот элементы ветряков сирен. Кстати, интересно то, что по этим сиренам, помимо устрашающего эффекта, они еще тренировали на слух пилотов, чтобы они понимали скорость пикирования. То есть нарастающий вой сирены сигнализировал о том, что самолет достиг предельной точки пикирования и пора выходить. Это удивительно. Как просто и как гениально было найдено решение. Инструкция и декаль, наверное, внутри. Все, посмотрим. Да, декаль внутри, это отдельно будет. Инструкция также напечатана в варианте разворачивающейся ленты. Вот элементы дизайна, как может быть закамуфлирован самолет. Ливия, январь 42 года. Крит 41. Франция, август 40 года. И Греция, декабрь 40 года. Теперь сама сборка. То есть детали нанесены вот отдельно, перечислены. И сборка самого самолета. То есть на инструкции есть приведены краски, основные цвета для покраски. Сборка корпуса, фюзеляжа и крыльев. Сборка планера уже. Шасси. Установка внешних элементов. Остекление фонаря. И непосредственно навесное вооружение. Бомбы, топливные баки. Очень интересная машина, хоть и небольшая, но я думаю, что это будет интересно с ней работать. И декаль к Юнкерсу 87. Вот удивительные змеи. Прямо удивительный. Такой красивый может быть самолет. Ну и классика. То есть все технологические мелкие надписи. Элементы от Италии сделано на высшем уровне. Это красиво. Это правда красиво выглядит. Я думаю, что это украсит саму модель. Потому что качественный декаль придает ей внешний вид. От этого очень много зависит. Благодарю всех за просмотр. Успехов вам в вашем интересном и увлекательном деле. До новых встреч.